Привет, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, и я хочу показать вам, как я закосячила свое первое кольцо из серебра. Мне в руки попались вот такие шикарные опалы неправильной формы и очень-очень сложные для начинающего ювелира, такого как я. Ну, тем не менее, мне было интересно получить такое сложное задание. Раскатав немножечко серебра, найдя нужные пропорции и сделав все необходимые расчеты, я приступила с большим энтузиазмом к своей работе. Итак, главная идея, которая была мне продиктована, это сделать глухую закатку камней, расположить их между собой интересным образом и получить такое большое, интересное, креативное кольцо из серебра и опалов. Для этого я изготовила вот такую окантовочку для камней, подогнала по форме камней. Далее необходимо было закрепить эту окантовку на металлической пластине и прорезать снизу отверстие в этой пластине для того, чтобы свет проходил насквозь сквозь камень и не задерживался в металле. Вот примерно таким образом было собрано кольцо. А потом я поняла, что мне не хватает маленечко еще металла, и дораскатала необходимые остатки из другого лома серебра. Работала я примерно неделю над этим украшением. Тем не менее, хочу сказать, что получала полностью большое удовольствие от всего этого процесса. При всей сложности для меня это есть какой-то вызов, который мне охота преодолеть в себе, научиться делать что-то интересное, научиться делать что-то сложное. Обычно подобные украшения делают с помощью восковой формы, но у меня нет необходимого оборудования, а передавать заказ другому ювелиру мне не хотелось. Я решила, что я справлюсь сама вот таким образом. Смотрите до конца, чтобы увидеть, каких косяков я натворила. И в самом конце я делаю пояснение, что же я сделал не так. Я думаю, вам это будет интересно. Ну и вдобавок хочу пригласить вас подписаться на мой канал, подписаться на мои социальные сети, чтобы увидеть в конце концов, как же я оформлю эти камни, как же они лягут в новом готовом украшении. Если есть какие-то вопросы, я прошу вас, не стесняйтесь, задавайте и наслаждайтесь, ну, не процессом, но хотя бы этим видео. Обнимаю, целую, оставайтесь на связи. Хотела показать, что у меня получилось по кольцу. Камни очень сложно закатывать. Вот этот центральный камень, его не получается сделать бортик ниже. Вот, то есть он вот такой высоты получается, камень вот так закрытый. А закатать по классической схеме, когда полностью идет глухая закатка, не получается. Мне пришлось разрезать края вот таким образом. И чтобы плотно легло, вот так получается закатывать. Мне, честно говоря, это не очень нравится. Вот такой вид. А его никак и не изменить-то, в общем. Максимум, что я могу вот эти уголки еще срезать. Но все равно здесь будет как бы такой косячок. Я буду это кольцо сейчас полностью опять переделывать, потому что металл для закатки обычно идет вот такой толщины. Но поскольку камень был неровный, и ну, обычно, когда круг или овал закатываешь, там равномерно идет распределение давления, здесь не получилось достичь нужного результата классическим закрепом. И у меня тот металл, который обычно идет нормально, он просто разорвался из-за этого давления. Поэтому я кольцо сейчас буду полностью переделывать, ну, то есть обрезать вот эту часть. И заново закреплять камни, расплавлять, перекатывать, все, короче, будет заново переделывать. Ну что, мои хорошие, вы посмотрели, каких косяков я натворила в своем первом серебряном кольце. Оставайтесь на связи и увидите, какое же в конце концов получится интересное украшение и каким образом я закреплю эти самые сложные камни.